Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и сегодня после окончания первого тура игр третьего сезона GLL я хочу рассказать вам о ситуации в составах СНГ команд, почему Дрейниса нет в основном составе Нави, кто играет вместо него и что вообще там происходит. Также разработчики презентовали новый ивент выходного дня, и в обновлении всплыли новые косяки. Давайте обо всем по порядку. А спонсором данного ролика является букмекерская контора 1xBet. На сегодняшний день это самый надежный букмекер, в нем вы можете найти огромное количество спортивных, в том числе и киберспортивных событий, сделать ставку с большим коэффициентом и мгновенно вывести полученные деньги. А по промокоду FIL вас ждет бонус до 6500 рублей на первый депозит. Все ссылочки найдете в описании. Начнем давайте с ивента. В эти выходные он будет носить название «Заваруха с мутантами». Начало, как обычно, в 5 часов утра пятницы по московскому времени. Как понятно из названия, он будет нацелен на тестирование новой винтовки МК-47 Мутант. Событие пройдет в режиме Вармод в отрядах по 4 человека на карте Мирамар. Играть в него можно только в тиме, соло против сквадов поиграть не получится. С самого начала матча у всех игроков в инвентаре будет МК-47 Мутант, 100 патронов 7,62 и надета броня первого уровня. Возрождение после смерти происходит каждые 40 секунд. За убийство врага вы получаете 3 очка, за нок 1 очко. Матч будет длиться до тех пор, пока одна из команд не наберет 150 очков или не пройдет 15 минут. Транспорт на карте отключен, красные зоны тоже, союзникам наносить урон нельзя. И включены статичные погодные условия «Закат». По поводу ситуации с торговой площадкой, а именно отсутствием возможности продать вещи из PUBG, разработчики все-таки признали, что это была ошибка, а не какое-то запланированное действие. И еще одна ошибка, которая часто встречалась у игроков после обновления, это отсутствие опыта за выживание. После окончания матча на экране статистики вы могли видеть огромные отрицательные цифры. Как говорят разработчики, проблема наблюдалась только у игроков европейского региона и на данный момент была исправлена. Теперь давайте поговорим о мире киберспорта. Как вы знаете из моего последнего видео, вчера, 12 сентября, прошел первый турнир третьего сезона GLL, который принес в себе множество изменений в составах СНГ команд. Пожалуй, самая обсуждаемая ситуация – это отсутствие на турнире Дрейниса, игрока основного состава Нави. По информации из официальных источников, он не был исключен из организации, однако его заменили игроком команды 7 eSport, Садовником. О причинах замены нигде не сообщается, но логично, что ей стало не лучшее выступление команд на последних двух турнирах. Произошел ли у первоначального состава какой-то конфликт или после успешных выступлений на них стал давить груз ответственности перед фанатами, непонятно. Предлагаю посмотреть один момент со стрима Дрейниса, из которого можно сделать некоторые выводы. Нет, она не 100%, что не буду играть, но типа 100% то, что с нынешним, скорее всего, составом, с Вадимом и Шейдом мы вряд ли будем играть. Практически 100% вряд ли. Я не могу, как бы говорить так много, да, то есть какие-то... Быть может, я уже слишком много сказал, но я так примерно хочу донести, чтобы вы понимали. Как я понял, былого состава Нави мы больше никогда не увидим. Либо в организации останется тройка пока молодой Иван и Шейд, к которым присоединится кто-то четвертый, либо в составе останется Дрейнис и ему найдут 3 новых тиммейтов. Гадать не будем, но по результатам первого тура GLL можем сделать вывод, что у ребят из Нави игра опять не клеится, хотя каждую игру вместо Приморска теперь они падают в центр карты. На Ирангеле это починки, а на Мирамаре пикада. Я, конечно, далеко не эксперт в киберспорте, но лично, на мой взгляд, обычного зрителя в сравнении с прошлыми победными турнирами их игра на данный момент выглядит очень неуверенно, и меня не покидает мысль, что это все-таки из-за того, что на них очень давит ответственность перед фанатами и предыдущие поражения. Возможно, я ошибаюсь, и поэтому жду ваших экспертных оценок в комментариях. Перейдем к команде Авангард. Сразу отметим, что по старой доброй традиции в турнирной таблице они находятся рядом с Нави. Правда, у них сменилась половина состава. Как и обещалось, команду покинул Ким, и буквально перед началом из нее ушел Ануктив. Сейчас Авангард выступает с 2 временными игроками, это Хоббитс и Зорф.
В М19 ситуация немного получше, они занимают 5-е место, не изменяя своим традициям, играют в очень аккуратную игру, хотя по ощущениям на этот раз стреляют больше, чем раньше. Как мы уже знаем, в их составе также есть изменения, вместо Батулина там выступает The Wanderer. И под конец не менее интересный состав Random Friends, команда прям новоиспеченная и по ощущениям организовалась буквально за несколько дней до турнира. В нее вступили Ануктив, Снупик, Максизор и Азверин. И честно сказать, вот у них играть получается совсем неплохо. Сейчас они занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 1324 очка за 4 игры. Не сказать, конечно, что у них есть сильный отрыв, но в любом случае ребята молодцы. И на этом, пожалуй, все новости. За остальными командами я особо не следил. Кому интересно посмотреть, кто где играет, заходите на официальный сайт GLL и в турнирной таблице сможете найти все составы. Ссылочку оставлю в закрепленном комменте под видео. Всем спасибо, что смотрели, не забывайте ставить лайки, если было интересно, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового. Всем желаю удачи, пока-пока.